Всем привет! Всем привет, народ! Я сразу вижу то, что вы мне отвечаете, и дайте мне сразу обратную связь о качестве. Хорошо ли видно, хорошо ли слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я пока сижу, жду, вот это, знаете, последние 10 минут, мы тут готовились весь день, я уже думаю, быстрее бы прошло это время вебинара. И вот эти последние 10 минут, 9, 8, 7, я как перед расстрелом, просто я сижу и думаю, блин, уже пораньше бы начать, что ли. Все слышно, видно, все отлично, все круто. Я рада, что вы сегодня со мной. Сегодня у нас вебинар по губам, такой вот долгожданный, объемный. Какая-то часть людей спит, конечно, все с других стран, те, кто в других часовых поясах. Ну и начинаем. Я не буду тянуть резину, сразу начинаем, значит... У меня тут такая штука стоит, на ней много кнопок и написано, что нажать. И я сейчас вдруг забыла, что нажать. Только слайд. Все, поехал вебинар. Вебинар у нас о губах – это теория. Я немножко представлюсь, может быть, кто-то там с трудом знает, кто я такая. Меня зовут Елена Нечаева, я мастер перманентного макияжа с многолетним опытом. У меня есть сеть студий, сеть школ, то есть я преподаватель, много лет я обучаю мастеров. Также у меня есть онлайн-школа, которую мы сейчас активно развиваем и в которой учатся сейчас огромное уже количество студентов из-за границы, из России, из ближайшего зарубежья. Поэтому вот, это я. И также я написала учебник, у меня есть еще один учебник, который скоро выйдет, он в процессе. Короче, хватит обо мне, я тут уже слишком... Так, только слайд. Все, содержание вебинара. Все читать умеют, все читают быстро, поэтому пробежимся. В принципе, вы знали, на что шли. Это сегодняшняя теоретическая часть, то, о чем я буду говорить. Я вскользь пробегу по всем сейчас пунктам, которые вы видите перед собой. Задержусь только, знаете, на чем? На том, что будет в колористике, я буду очень много говорить, поэтому не вздумайте уйти спать, там будет интересно, и мне будет нужна от вас обратная связь обязательно. И я буду очень много говорить об этапах процедуры. Те, кто будут завтра на нашем вебинаре, на второй части, вы, пожалуйста, это все запомните, про особенно этапы процедуры, потому что у меня будет 4 целых видео завтра, на завтрашнем вебинаре, и какую-то часть я буду ускорять, потому что невозможно так много показать в один вебинар, мы просто растянем его на много часов. Вот. А этапы процедуры крайне важны. Также фото и фоторедактор, это будет в конце, это тоже интересно и довольно объемно. Итак, что, поехали. Только что тут у нас дальше? Критерии работы на губах. Сейчас вы какое-то время меня не будете видеть, несколько минут, возможно. Пробегитесь, посмотрите вкратце. И сейчас каждый из критериев я буду описывать и рисовать на планшете, потому что буквы буквами, а надо понимать зрительно, что можно, что нельзя. Куда нажать, пишут, чтобы смотреть и слышать, нету звука и изображения. Так, народ, не пугайте меня. У нас звук и изображение есть, еще и в отличном качестве, великолепном, потому что интернет очень быстрый, камеры очень могучие. Поэтому вы пока разбирайтесь, сейчас сисадмин посмотрит еще, если вдруг что-то. Так, я и планшет. И мы начинаем рисовать. Мы сейчас будем говорить о критериях качества, которые я прописала и разработала для нашей сети и для наших учеников, которые учатся в нашей сети, я имею в виду коммерческих студентов. Эти критерии нарушать можно, потому что из любого правила есть небольшие отступления, потому что невозможно всю жизнь следовать только по правилам. Но если придерживаться этих критериев, то вам будет гораздо проще. Итак, первый критерий. Ни одна линия верхней и нижней губы не может выходить за ротовую щель. Звучит просто, на деле я должна вам нарисовать. У нас ротовая щель, как вы понимаете, это вот эта зона. То есть вот у нас видно, да, я рисую. Я могу черным рисовать. Вот это у нас окончание ротовой щели. Вот за нее выходить нельзя. То есть что делают некоторые мастера? Так как мы все стремимся увеличить, добавить объема, и очень часто приподнимают, допустим, вот в этой части в районе арок, губы увеличивают насколько могут, а прийти некуда. В уголки рта
линия прийти не может, потому что тогда рот будет казаться слишком маленьким и круглым. Что для этого делают? Выводят вот сюда линию и вот так соединяют, и вот эту всю зону прокрашивают. Нет, во всяком случае, в моей сети так делать нельзя. Это запрещено, потому что это выглядит странно, как минимум, когда вокруг рта что-то нарисовано снизу ли, сверху ли. Вы должны понимать, что вы не всемогущие, что нельзя просто нарисовать что-то на лице. Если не хватает длины рта условно, то линия должна закончиться точно возле и либо немножко не доходя до уголка рта. Вы можете плавно закруглить, может быть, вот в таком ключе. Поэтому ни снизу, ни сверху вы не можете выйти за ротовую щель. То есть как сверху, вот еще раз, так и снизу. В нашей сети это запрещено. И в этом случае, кстати, я исключений не вижу. Я не вижу вариантов, если только там кто-то надрежет себе уголки рта, что ли, я не знаю. Поэтому так не делайте. На арках верхней губы, это уже второй критерий, на арках верхней губы и в центре нижней запрещено работать за изломами плоскостей. Важный критерий, и который иногда можно нарушать. Что у нас такое арки? Арки — это наши вот эти уголки. У кого-то они острые, у кого-то сглажены, у кого-то вообще это, в принципе, как рыбий рот. Мы будем об этом говорить дальше. И нижняя часть губы. Почему запрещено? На нижней части губы у нас анатомия такова, что вот эта часть — это ямка. И если вы там будете работать, видно вашу работу не будет, смысла нет. Плюс она находится в тени, тоже будет изменение цвета. Чисто визуально, когда вы смотрите на такую работу. Почему я не разрешаю работать вот здесь? Небольшое исключение, если рельеф сглаженный. Мы сейчас дальше пройдем, и я покажу на следующих слайдах, как это выглядит сглаженный рельеф, когда можно работать и когда нельзя. Так вот, если рельеф ярко выраженный, как, допустим, у меня, то выходить на эту поверхность нельзя, запрещено. Потому что это всегда будет видно, и потому что в этом случае объема лучше добиться при помощи инъекций. То есть мы работаем в комплексе с инъекционной косметологией. Поэтому ваша зона работы только буквально миллиметр вокруг вот этих вот арок. Обычно это место более-менее вертикально, скажем так, то есть оно еще не уходит в измененную плоскость, еще не уходит в кожу лица. И там еще даже такие есть вот эти трещинки, морщинки, как бы цвета нет у губ, но поработать можно. Единственная это зона, на которой ложится сложный пигмент. Поэтому если вы туда все-таки вывалились, то будьте любезны, прокрашивать там очень тщательно и хорошо. Но об этой зоне, кстати, мы тоже будем много говорить, потому что у меня есть интересные примеры дальше об этом. Третий параметр формы. Допускается изменение формы и увеличение губ за счет добавления объема не более 2 мм в случае, если губы имеют сглаженный рельеф. Но я сейчас об этом упомянула, в принципе. Почему не более 2 мм? Потому что все остальное, я наблюдала в своей жизни очень много губ, это уже из области маразма. То есть эти огромные губы, накрашенные вокруг, больше 2 мм реально никому не надо, если только это, допустим, не какие-то там сложные случаи, когда очень завалена губа, или там это какой-то шрам, или просто нету пигмента, тогда как, конечно, чтобы добиться симметрии, вы можете немножко нарушить эти границы. Но в общем и целом больше 2 мм вам не понадобится. По симметрии дальше идут критерии. Критериальные точки вершин арок верхней губы должны находиться на равном расстоянии друг от друга и быть зеркальными слева и справа. Если вы были на моих вебинарах бесплатных, кстати, по-моему, они были бесплатные, по бровям, то вы знаете, что у нас в сети есть критериальные точки. Что это такое? Это точки, которые позволяют вам замерить бровь и как бы превращают ее в геометрическую фигуру. Хоть губы у нас это сплошные изгибы, я их тоже условно превратила в геометрию. То есть вот эти губы, которые перед вами, они очень симметричны на самом деле. Кому-то сильно повезло. Не знаю, фотку эту я взяла из интернета, просто красивые губы попались. Но о критериальных точках. То есть у нас есть центр, от которого мы пляшем. Так как я, допустим, не могу, здесь такой есть инструмент прикольный, я могу включить, найти этот центр, и все, что я буду рисовать, будет зеркалиться. Да? У нас в жизни такого инструмента нету. Но вы должны, плюс-минус доля миллиметра быть зеркальны. Настолько, насколько это возможно на каждом конкретном человеке.
Почему я говорю, насколько возможно? Потому что если вы мастера, вы понимаете, что большое количество людей просто настолько асимметричны, что там сложно прийти к идеалу по симметрии, потому что мы улыбаемся часто на одну сторону, из-за этого вытягивается одна сторона, становится, короче, другая. То есть эти все мимические привычки, они мешают нам работать, скажем так. Но как раз с ними мы и работаем, потому что это как раз приводит к искажению какой-то формы, и нам появляется работа. Поэтому еще раз, смотрите, критериальная точка — это вершина самой арки. Если даже она круглая, вы всегда можете найти максимально высокую точку. И вот эту часть вы можете условно разделить на одну буквально, еще часть пополам, а можете для усложнения себе и как сказать, усложнение себе и для того, чтобы более тщательно найти вот эти расстояния. Можете, в принципе, и, допустим, 2 точки найти. То есть каждая из этих точек должна быть зеркально слева и справа. Ну, расстояние. То есть мы сейчас говорим просто о толщине, потому что это кажется немножко маразматичным. Я очень надеюсь, что среди вас, тут вы такие все клевые, опытные, у вас все круто с симметрией, но я на обучении постоянно наблюдаю, как рисуют одну огромную губу, а вторую заваленную, маленькую, просто потому что это не совсем удобно. Там ты рисуешь, плохо видно, там еще что-то. И потом говорят, ну что, давай, я могу начинать работать? И тут я такая удивляюсь, как это ты меня зовешь спросить, могу ли я там начать работать, когда у тебя настолько сильная асимметрия. Поэтому, смотрите, можно взять одну точку, можно взять 2 точки, как вам будет удобно. Обычно хватает и одной пополам поделить. Но вот эта зона ваша должна быть симметрична. То есть расстояние от уголка до уголка. И, соответственно, вот эти вот расстояния по толщине губы условно вы должны иметь возможность замерить. То есть это наши критериальные точки. И вот о них я как раз и говорю. То же самое у нас и на нижней губе. То есть у нас есть зона прямая, она есть даже на очень круглых губах, просто она короче становится. То есть вот эта вот прямая часть губы должна у вас быть одинаковой толщины. То есть, допустим, если у вас губа примерно такая, как здесь, как я нарисовала, вот это вот расстояние, оно должно быть одинаковым и здесь, и здесь. Кнопка неудобная на этом стилусе, мешает мне. То же самое, если мы уходим в геометрию и прорисовываем. Смотрите, кстати, насколько эти губы симметричные, но все равно они не симметричные немножко. То есть тут геометрия показывает, что что-то пошло не так. Вот эти вот толщины губы тоже должны быть симметричными слева и справа. То есть расстояние. И вы это должны оценивать в идеале просто на глаз, потому что с линейкой лазить, замерять — это, конечно, маразм. Но оттренировать вы это можете вот на обычных, на латексе, на бумаге, просто постоянно рисуя вот эти точки. И все остальная ваша забота — это просто вот скруглить вот эти линии, и по сути у вас вот они идеальные, эти симметричные губы. Я очень отвлеклась, но сейчас зато я проговорила все критериальные точки на губах, которыми мы пользуемся в работе. Каждый раз, когда смотрю в камеру, думаю, вот бы тут сидел человек, чтобы обратную связь получать. Кивал бы, говорил, да, поняла, нет, не поняла. Ладно, когда я закончу блок по критериям, я поотвечаю на вопросы. И каждый раз я буду отвечать на вопросы на этих в эти 2 дня я буду очень много отвечать на вопросы. Единственное, я вас хочу попросить, пожалуйста, не пишите такие, знаете, как междометия, ух ты, там прикольно, классно, вот это все, потому что когда я буду искать ваши вопросы, мне надо будет прочитать это все, это очень сложно, действительно, когда я начинаю искать вопросы, вот найти в этом ворохе огромном. Поэтому четко вопросы. Особенно, еще лучше писать вопросы как бы в конце блока, когда я закончу, потому что, возможно, я просто отвечая, рассказывая тему, вам отвечу на вопросы одновременно. Итак, идем дальше. Толщина и форма верхней губы слева и справа должны быть зеркальны. Это то, о чем я говорила. То есть все критериальные точки слева и справа должны быть зеркальны. Ну и толщина и форма нижней губы тоже должны быть зеркальны, потому что тоже очень часто рисуют одна часть очень выгнутая, круглая, а вторая такая вот прямая. Я понимаю, и я сама за собой это замечала, когда ты долго смотришь на одно лицо, тебе кажется черти чё, и для этого вы либо можете отвести к зеркалу и посмотреть сбоку, как бы новыми глазами вы увидите вот эти все какие-то несостыковки, либо сфотографировать, если вы работаете в одиночестве, и посмотреть, либо
бросить клиента, начать готовиться, мешать пигменты, там, собирать стол, машинку и так далее, и не смотреть вообще на лицо, и подойти чуть-чуть попозже. Вы тогда увидите. Вот реально, глаз замыливается, это термин художников. Когда, как у нас, работает много мастеров в одном помещении, это классно, они друг другу помогают вот это увидеть. И по прокрасу. Кстати, по губам реально у меня мало критериев, потому что это достаточно простая зона, как кажется. Прокрас должен быть однородным, без пятен и пустот. Допускается градиент от темного во внешней части губ к прозрачному слизистой. И также допускается градиент, теперь эти критерии, они немножко, надо внести этот пункт. Градиент может быть от внешней части к внутренней и от внутренней к внешней, потому что сейчас появился запрос у многих клиентов вот сделать такие губы, амбре называется, и мы будем говорить об этом завтра, и я покажу, как делается эта техника на латексе и на клиенте. Поэтому надо внести, да. И не должно быть контура. Вот я прям просто запретила делать контур. Контуром, что я называю, это когда одним и тем же даже цветом добивается мастер того, что контур смотрится как нитка. Вот реально иногда из-за большой активности и попыток четко зафиксировать вот этот контур, движений по контуру туда-сюда, мастер уходит чуть глубже, и цвет немножко меняется, он становится немножко темнее и холоднее по сравнению со всем остальным цветом губ, когда он уже даже прокрасит, и даже если он плотно прокрасит. И даже заживает такая работа с контуром. Вот я этот контур прям очень не люблю и всячески стараюсь, чтобы мастера мои его не делали. Поэтому ввела это в критерии. Но, конечно, ситуаций куча, миллион. И не факт, что если я вам озвучила эти критерии, вы начнете их соблюдать, но я очень на это надеюсь. Так, все. Я сейчас проговорила о критериях. Я готова поотвечать на ваши вопросы, если они есть по этой теме. И мы пойдем дальше, чтобы не терять время. Пропадает. Девочки, если вдруг что-то пойдет не так, я очень надеюсь, что у нас вебинар пройдет отлично, с высоким качеством, классным и все такое, и звуком, и видео. Но если что-то пойдет не так, у вас будет запись вебинара в высоком качестве, в максимально высоком и вы сможете его просмотреть, конечно, в любое время после даже окончания вебинара. Поэтому на эти вопросы я тут уже не буду отвлекаться, буду просто по теме. Ладно. Все равно верхняя губа, одна часть обычно плоская, узкая, другая короче, но пухлее. Я абсолютно согласна, почти всегда. И вот, допустим, у меня губы, они смотрятся достаточно симметричные, но у меня одна часть вот так вогнута и завалена, а вторая прям вот такая, как мне нравится. Это, видимо, рабочая сторона для фото. И все, что я делаю, постоянно это подкрашиваю ту часть, которая вот она маленькая. И плюс я тоже на всех фотографиях улыбаюсь на одну сторону. Мне это жутко не нравится, как инсультник смотрю, но люди такие. Если вы хотите изменить, то получается работа как раз основная будет у вас по изменению формы на той стороне, которая меньше. Это нормально. Так. Как зафиксировать эскиз без контура? Это будет завтра на теоретической части, на практической части, простите. Я буду очень много говорить и на латексе, и на моделях буду это показывать, как зафиксировать эскиз без контура. Когда вы работаете по шрамам, в частности с дефектом заячья губа, также нужно выходить за пределы, там же нужно выходить за пределы на арках, там шрамы после операции обычно. Заячья губа у меня была несколько лет назад, одна, правда, всего, и там была такая она, конечно, искаженная, и мне надо было выходить, конечно, на кожу для достижения симметрии со здоровой частью, с той, которая максимально выше была. И в этом случае, естественно, надо выходить и прокрашивать довольно плотно, и осложняется все работой на шраме, потому что, по моим наблюдениям, вот два типа шрамов, я всегда об этом говорю, те, на которых ложится, то есть ткань такая плотная, на ней ложится любое прикосновение, и те, на которых ты уже думаешь, боже мой, я воткнул иглу всю туда, а она не кладется. То есть там надо замедляться, работать очень мелко, очень
плотно, сильно давить нельзя. Короче, шрамы – это отдельная сложная тема, и они очень по-разному себя ведут. Плюс они должны всегда находиться в состоянии уже белого рубца, когда по ним можно работать, и когда это не будет так больно, как если они розовые, допустим. Я уже не говорю о красных. Красные шрамы трогать вообще нельзя. Поэтому да, в этом случае, конечно, нужно вываливаться, и довольно много в некоторых случаях, да. Запись будет вам прислана на электронную почту, туда же, куда приходила ссылка. Так, про контур. Стоит ли работать контурной тройкой на контуре и на заполнении вместе? Боюсь, что контур будет ярче. Может контур единицей пройти, а заполнить тройкой? Как посоветуете? Честно говоря, я вообще не вижу как бы резона работать двумя видами игл на одном лице. Вот правда. Я пробовала и тройки, и пятерки, и пучки всевозможные. Я в свое время прям много проходила. Техника работы разная, и если вам нравится тройка, ну, на ней чуть-чуть сильнее надо давить по ощущениям, потому что это пучок, и сопротивление кожи, оно как бы более сильное. Если это единица, то там более легкое прикосновение оставляет больше цвета, поэтому скакать с усилия на усилие иногда сложно. Короче, я не вижу смысла. Если вы работаете единицей, вам просто надо в несколько слоев зафиксировать, в несколько рядов, вернее, зафиксировать контур. Вот и все. А дальше вы просто прокрашиваете. Я все время говорю своим студентам, что губы — это та же самая бровь. Просто там она по-другому развернута, даже форма похожа. Так. Как тогда в таком случае выровнять асимметрию, если придется за кайму выйти больше, чем 2 мм? Я еще раз говорю, что эти правила, наши критериальные точки и все вообще в принципе правила, они не абсолютно железные. То есть есть всегда исключения. Есть очень сильная асимметрия, есть шрамы после аварии, шрамы после заячьей губы, есть просто настолько удобная, знаете, бесцветная поверхность и завернутая губа, что на ней в принципе можно нарисовать там что-то, где-то выйти, вывалиться сильнее. То есть иногда вы можете нарушать. Я просто говорю, не делать это вообще всем и не превращать это в такой, скажем так, маразм, когда реально татуажем хотят увеличить губы, потому что это не так. Вы можете создать новую красивую форму, более симметричную, прокрасить совсем небольшую поверхность вокруг, где это можно сделать. Я тоже об этом поговорю позже и покажу, где, насколько. Потому что сейчас я буду рисовать, реально вам показывать на разных типах и формах губ эскиз, где можно, где нельзя. Все остальное увеличение — это только инъекционная косметология. Лучше всего работать в тандеме с каким-нибудь косметологом, который за вами, после того, как вы сделаете татуаж, увеличит или, может быть, исправит асимметрию. Или, допустим, у меня был шрам, который вот так вывернул губу с одной стороны, она прям такая выпуклая, а с другой стороны плоская. И в этом случае как раз косметологом, при помощи косметолога клиентка, после того, как мы создали форму новую после этой аварии, она выравнивала объем, то есть она добавляла объем, чтобы они стали более похожи, потому что прям был как будто узелок и плоская поверхность. Поэтому исключения случаются, но не превращайте в правило, когда вы всем просто очень сильно увеличиваете. Вначале, конечно, делается татуаж. Сначала вы создаете форму, потом косметолог добивается уже объема. Если вдруг там ваш клиент впал в маразм, что тоже я видела, когда я создала красивую форму, и это была такая красивая девушка, и она пришла ко мне через полгода с увеличенными настолько губами, что мой татуаж стал почти не виден. То есть там форма осталась, но они как шары раздулись, и там пришлось прокрашивать очень сильно и очень много. То есть такое тоже случается, но чаще всего клиенты очень адекватные, и они не идут вот на такие увеличения. На красных шрамах нельзя, потому что они находятся в стадии формирования. Вот не знаю, тут видно, нет? У меня есть шрам, его сейчас почти не видно. Он был малиново-фиолетовым в течение нескольких лет. Если у вас не было шрама никогда, то вы не понимаете, но он реально болезненный, он весь там в сосудах, его трогаешь, он чешется, он иногда растет, он меняется. И запрещено даже косметологам делать шлифовки и прочее на шрамах, которые вот в таком состоянии находятся. Поэтому он должен прийти в стадию белого рубца, когда вы можете по нему работать. И то это будет, скорее всего, некомфортно вашему клиенту, но уже не так ужасно, как если он красный. Плюс он будет кровить, и там ничего не приживется, поэтому нельзя, нет, просто не делайте этого.
увеличить изображение можно как-то, смотрю с телефона. Я подозреваю, что крупнее, чем телефон, у вас не будет в любом случае. Вы сможете просмотреть потом дома на компьютере или на планшете в записи и увеличить уже максимально. Потому что в телефоне нет, к сожалению, у вас не получится. Так, губа верхняя ровная, хотя с изломом контур придется четче вырисовывать. Я поняла. Да, в таком случае вам нужно будет это сделать, безусловно, потому что иногда вот эта губа бывает просто без ямок, без арок вообще, и приходится создавать. И тогда вам нужно вырисовывать и рисовать будет работать плотно, то есть это помадный прокрас в районе, но на коже рисунка. Поэтому, конечно, да, если хочется арок, если хочется каких-то изменений формы. Верхняя и нижняя линия губ не должны заканчиваться в одной точке. То есть вы по ситуации. Я когда-то пыталась сказать своим мастерам, что они должны сойтись в одной точке. Они должны сойтись в одной и той же точке слева и справа, верхняя, допустим, и нижняя слева и справа в одной и той же точке. Но прям в одной точке верхняя и нижняя нет, потому что ситуации бывают совершенно разные. Для того, чтобы создать красивую форму, у вас может верхняя уйти дальше, а нижняя начаться, допустим, чтобы не было вот такого опущенного рта раньше, поэтому нет. Все, я поехала дальше. Так, мне нужно переключиться на слайд следующий. Строение губ. Короче, я когда готовилась, я всегда очень тщательно готовлюсь, я такая думаю, расскажу, сейчас я себя вам включу. Я подумала, расскажу все о строении губ. Полезла и поняла, что это мне не интересно, это реально не нужно. И если вы хотите узнать реально строение, прям состояние там мышцы, где находятся, как называется, где что, там у нас слюнные железы, здесь потовые, там... Нет, мы будем говорить о, скажем так, художественных аспектах. Строение в плане просто рельефов, теней, изгибов, которые вы должны учитывать и пользоваться вот этими знаниями для того, чтобы правильно увеличивать. Сегодня, ближе к концу вебинара, я покажу вам случай, который помог... Знаете как, мне помогло знание просто строения губ и изменения цвета, чтобы там вот все получилось. Именно об этом мы будем говорить. Сейчас я найду этот слайд у себя. На этом конкретно слайде вы видите, что верхняя губа, она вся у вас находится в тени. Практически вся. То есть только вот эта вот самая граница, ребро, которое вы можете увеличивать. Вот здесь очень ярко выражены, это, скорее всего, даже мужские губы мне попались. Просто на них так классно расположены тени, что я взяла их для слайда. Если вы работаете, все вы, скажем, я неправильно сейчас сказала, все вы работаете одним цветом, наверное, в 98 случаях на губах. То есть вы взяли цвет и им прокрашиваете губы. И вы замечали, даже на меня сейчас глядя, вы видите, что у меня верхняя губа темнее, нижняя губа светлее. Хотя на мне тоже работали одним цветом. Почему я делаю акцент вот на этом слайде? Потому что если вы хотите увеличивать губы и работать вот здесь на освещенной поверхности, в некоторых случаях вы можете это делать обычным цветом, когда очень сглаженный рельеф. Сейчас покажу тоже дальше слайд. Если вдруг у вас очень рельефные губы и какой-то вот такой прям гиперсложный случай, когда надо увеличить все-таки, то вы можете работать на увеличение чуть более темным цветом вот в этой вот области. Дальше покажу. То есть у нас есть зона теневая, потому что вот сейчас свет лупит мне в лицо, а тоже опять в 90 где-то 5% случаев свет светит на нас сверху. То есть это солнце, это лампочки дневного освещения, он всегда сверху. И у нас получается создается зона тени, это верхняя губа, и тень вот здесь под нижней губой. Тоже ярко видно очень. Настолько рельефных вот этих вот круглых частей на нижней губе я, честно говоря, не встречала. Возможно, вот кто-то встречал или, может быть, у мужчин они такие ярко выраженные. Вы должны пользоваться в своей
своей работе знаниями вот этих вот теней для придания объема. То есть почему иногда оставляют вот эту часть не прокрашенной? Потому что тогда губа смотрится такой более объемной, более выпуклой, потому что большие плоские губы, допустим, если сделать контур с растушевкой, они станут объемными за счет того, что как бы так, будет такое ощущение, что на нижней губе она ушла в тень. И вот эта большая плоская бесформенная губа, я такие встречала тоже. И вот те губы, которым требуется такая техника, контур с растушевкой, она становится объемная, красивая, приобретает форму именно благодаря технике, именно благодаря тому, что мы создали как бы тень по нижней губе и объем, вот пустую серединку оставили, либо, может быть, там растяжку сделали. И верхняя губа в некоторых случаях, ну, мы даже привыкли, в принципе, смотреть на всех и видеть, что верхняя губа темнее. Если вдруг вам надо увеличить, то вы можете либо очень плотно, либо чуть более темным цветом по верхней губе работать в том месте, где она освещена. Я не говорю внутри, там, где и так тень, только в том месте, где она освещена. Но вы об этом это запомните. Мы вернемся чуть-чуть позже к этому кейсу. Я покажу вам фотографии такой клиентки. Так, идем дальше. То есть вот эти губы, в принципе, они практически идеальны, но на них ярко выраженный рельеф. То есть, скорее всего, видите, да, вот эта поверхность вся освещена. Если вывалиться туда обычным цветом, то это будет смотреться как у тех женщин, которые красят вот так вот тщательно губы вокруг, и всегда видно, потому что свет падает сверху, и эта поверхность, хоть и прокрашена хорошо, но выглядит по-другому. То есть видно, что это губы каким-то образом накрашены некрасиво. И в этом случае вы можете работать по сути только до вот этой вот теневой части. То есть эти губы идеально прокрашены, но если вдруг эта часть не прокрашена, там, допустим, отсутствует пигмент или какие-то пятна, или неровный контур, или выбито герпесом, допустим, постоянным, то ваша работа может проходить только до вот этой вот смены плоскостей. Мы ограничены чаще всего, особенно вот этими вот бантиками рельефными, очень сильно. Вот в этой зоне еще бывает обычно сглажено, и вы можете вот здесь как-то скруглить, увеличить. Но все, что вы сделаете на коже, вот на таких губах, не будет смотреться красиво. И своим мастерам я не то чтобы запрещаю, но не рекомендую так делать. Потому что, конечно, иногда приходится просто биться с клиентами, которые все-таки хотят. У нас есть практика, кстати, на этот случай, я вам тоже ее советую, подписывать с такими клиентами особое информированное согласие, где он пишет: форма моя, претензий не имею, потому что через там, год по совету какой-нибудь подружки она придет и скажет: смотрите, вы сделали мне эту фигню, я хочу, чтобы вы мне ее удалили, переделали, исправили. И тогда мы достаем и говорим: нет, это было ваше желание. И если мы будем удалять, то это уже будет для вас за деньги. То есть вы должны быть защищены. И это такой вот, не то чтобы лайфхак, но это нормальное поведение в общении мастер-клиент. Потому что клиент должен быть защищен, но и вы тоже должны защищены быть от поползновений в вашу сторону клиентов. Так, сейчас я вам покажу, где можно вот на этих губах. То есть смотрите, на них сглаженный контур. То есть он мягкий, и тут можно много сделать. Сейчас я найду. Или, наверное, проще в галерее найти. Эти губы. Что мы можем сделать на них? Это, видите, вам видно? Или еще? Сейчас я включу я плюс планшет. Вот они, эти губы. Когда у вас настолько сглаженный внешний контур, вы можете сделать очень много. Вы можете нарисовать практически любую форму таким губам. Так, видно? Я сейчас для вас прорисую. То есть нижняя губа в этом случае, смотрите, очень рельефная, и там увеличивать ее смысла нету, даже если бы вам захотелось. Но как бы эта губа настолько большая, что нет смысла этого делать. Верхняя губа ваша может быть практически вообще идеальная, то есть вы можете вывести аж вот сюда, вы можете прокрасить эту кожу. И вот здесь как раз, смотрите, зона как бы больше 2 мм. Почему я говорю чаще всего, что правила существуют, но они относительны, то есть вы должны думать, вы должны анализировать каждый свой шаг с клиентом.
То есть в этом случае, в зависимости от пожеланий клиента вашего, вы можете аж вот примерно так увеличить верхнюю губу. Нижняя имеет практически идеальную форму. Ее я не вижу смысла вообще менять. То есть единственное, что если вдруг захочется, то можно прокрасить вот эту зону, потому что она, ну, как бы бледна. Потому что здесь не лежит пигмент, чтобы создать уж идеальную прям полностью форму. Вот, смотрите. Вот эта арка, естественно, обсуждается. То есть она может быть глубже, она может быть плавнее, круглее. То есть это вы все делаете с клиентом. Но в этом конкретном случае как раз те плюс-минус там 2-2,5 миллиметра, которые вы увеличиваете. То есть, ну, в некоторых местах, чтобы эту форму заполнить. Теперь смотрите, что я делаю. Я беру и заполняю вот эту вот зону до этого контура цветом. Не знаю, сейчас получится, нет. То есть это, по сути, зона-то вашей работы на самом деле. Если губы имеют цвет и они яркие, то все, что вам нужно сделать, это просто работать в том месте, где нет цвета. То есть вот здесь более темным цветом, потому что там освещенная поверхность. Я сейчас взяла цвет, как видите, такой максимально похожий на свои губы. А вот на нижней губе, ну, обычно можно, и светлым, в принципе, тоже. И если я вот это вот уберу, удалю, то, ну, ладно, получилось не прям идеально симметрично, потому что мне не было видно. Но, то есть вот эти ваши губы, которые вы можете менять в зависимости от пожеланий клиента. То есть на почти любых губах, если ваш клиент не хочет какой-то супер помадный прокрас, достаточно контура с растушевкой, потому что вы просто создаете контур и вливаете новый цвет в цвет своих губ. Ну ладно, об этом я буду говорить позже, когда мы будем говорить о формах бесконечных. То есть вот здесь видите, насколько можно выйти сильно, чтобы создать идеальную форму, потому что вот этот рельеф очень сглажен. И всю верхнюю губу вы можете изменить очень сильно. Так, сейчас я перед тем, как начну... Так, я плюс слайд. Нет, только слайд. Мы уходим на следующий. Идеальные формы. О формах губ начинаем мы говорить. И на самом деле губ огромное количество. То есть вот идеальные губы, не пойму, что ты хочешь. Я фокус. Я не в фокусе. Я туда-сюда меня болтает, и я не в фокусе. Идеальные губы достались не всем. Все мы стремимся к губам идеальным. Обычно считаются идеальные в меру пухлые губы, которые делятся на 3 ровные части. То есть у нас получается центральная часть, которая ограничена вот этими арками, и вот эти 2 части, которые до уголков рта, они все примерно равны. Но не всем повезло. Вот здесь я рисовать смысла не вижу, потому что это реально просто идеальные губы. Вот такие губы, допустим, на мой взгляд, они тоже идеальные. И если ко мне приходит клиент вот с такими губами, максимум, что можно, это акварельное изменение губ. Все, больше там ничего не нужно делать. Мы будем говорить о всяких сложных губах. То есть вот, мы пришли. Подождите, я же обещала почитать опять после блока. Так, в одной точке даю. Так. Что делать, если у женщины осталась только одна сторона верхней губы со старым татуажем, фиолетовым контуром, делала она его у другого мастера? Это вопрос. Я буду говорить об изменении формы. Особенно немножко я буду говорить и о работах других мастеров, и это будет ближе к концу. Я буду показывать тоже примеры. Так. Программа у меня Autodesk называется для андроида. Поехали. Я сейчас нарисую, что можно сделать вот с такими губами. Сейчас я их найду в галерее. Слайд, я плюс планшет.
Сейчас я вам покажу эти губы. Я грузила, но они не хотят показываться. Так, мне нужно их найти здесь. Вот они. Вот у нас эти губы. Смотрите, вот пришел клиент с острыми уголками. Они приходят часто, и они ненавидят свои острые уголки. Я имею в виду вот эти вот узкие арочки. Вот конкретно в этом случае не обязательно рисовать и повторять эту форму, конечно. Вы можете нарисовать любую форму на этих губах конкретно, потому что они, в принципе, достаточно сглаженный контур имеют. У меня есть подруга Женя, у которой очень яркие, рельефные вот эти уголки, очень острые, очень рельефные и очень близко находятся. Я все хотела ее сфотографировать, но забыла. Я хотела ее использовать как кейс. Так, я выберу сейчас мелок подходящий. Смотрите, во-первых, я буду сейчас на каждых губах рисовать одинаково, и потом на клиентах буду рисовать одинаково, но вам это должно помочь. Как я рисую эскиз? Смотрите, здесь у нас достаточно большая нижняя губа и небольшая верхняя губа, плюс с острыми уголками. Начинать с верхней не очень правильно. То есть я могу, потому что я уже сразу четко знаю, что мне нужно сделать, но вы должны начинать с нижней. Почему? Потому что вы должны понять, насколько она большая будет. То есть вам же нужна какая-то гармония, пропорция в лице. И в этом случае, допустим, вы можете отрисовать вашу губу при помощи вот этих простых прямых линий, найти ее по симметрии всю, потому что часто очень губы бывают немножко съехавшие в сторону. Тут вот так разверну. То есть я намечаю для себя максимальную ширину нижней губы и ухожу на верхнюю, чтобы отметить также для себя максимальную ширину верхней губы. Если у меня есть пожелание сгладить верхнюю губу, то я... Сгладить это я имею в виду смягчить, не повторять вот эти острые изломы, то я сразу скругляю. Я не веду сразу в уголки рта. Почему? Потому что мне, возможно, некуда будет прийти. То есть я должна вот из этого уголка выйти, чтобы понять, в каком месте соединятся у меня вот эти линии. Вы можете это попробовать на себе. И, в принципе, те, кто постоянно красится помадами, они так и рисуют свои губы, чтобы они были симметричными максимально. То есть можно вот так постепенно соединять лево-справа, чтобы вот эта линия была там максимально идеальна. Плюс, что я хотела сказать? Склероз на меня напал. Плюс, если вдруг вы сомневаетесь в симметрии, вы можете прям вот отрисовать вот эти линии, которые идут вниз, чтобы понять, насколько у вас одинаковое вот это расстояние. Потом все это просто закрасить. То есть вот, чтобы скруглить вот конкретно вот эти губы, вам нужно добавить вот здесь, в пустых местах, также смягчить, и получится практически тоже идеальная форма губ. И после этого также точно вы выходите из вот этих внешних частей, намечаете, где вы выйдете, и соединяете с нижней губой. С нижней вот этой полосой. То есть это самый такой простой, легкий и быстрый вариант отрисовки губ на клиенте. Именно я сейчас говорю об эскизе просто. И заполнять я всегда рекомендую заполнять губу, потому что линия, которую вы рисуете, она может быть где-то тоньше, где-то толще, и вы будете не иметь возможность понять. То есть, допустим, вот здесь она толстая, вот здесь тонкая, потом толстая, симметрия уже не воспринимается глазом, поэтому вам нужно заполнить губы, чтобы четко понимать, какая у вас форма, где чего-то не хватает. То есть вот возможный вариант, максимально объемный вот на этих губах. То есть выходить, допустим, вот в этой части, на этих конкретно губах я не вижу смысла, потому что, смотрите, тут уже усы растут. И как бы губы, на которых растут усы, это как минимум странно. Это зона, где уже появляются поры. Здесь их не видно, здесь как бы их нету особенно много. Но, на мой взгляд, это прям вот максимально оптимальная возможность
эскиза вот в вашем случае. Единственное, что можно, может быть, немножко вот эти вот места в районе арок еще скруглить, если клиент захочет, потому что конкретно в этом случае это возможно. У тебя, Женя, так не получится. Я знаю, ты меня смотришь. У тебя мы будем работать с тем, что есть, потому что не всегда, все-таки, опять повторяюсь, мы всемогущие. Ага. Так, по этой форме понятно, да, то есть и по тому, как находить гармонию. Начинаем с нижней, обозначаем максимальную ширину, потом ищем максимальную ширину на верхней губе и уже дальше прорисовываем. Так, я нажала слайд, только слайд. Нижняя больше и острые домики. Вот это второй вариант, когда нижняя губа больше. И я сейчас тоже вам найду. То есть вот это довольно сложный вариант, потому что верхняя губа... Ой, куда-то проскочила. Он подтупливает. Это все губы, которые мы будем рисовать сейчас и обсуждать. Почему так ускакала сильно? Можешь вернуть? Я пока буду искать. Верни, пожалуйста, на этот слайд, который у меня был второй по губам. Пока поотвечаю. Чем я рисую эскиз? Я рисую эскиз. Я о материалах буду говорить дальше. Я прям покажу, чем я рисую. Но это гелевые ручки. Самые первые. Выведи на планшет пока мне, пожалуйста. Женя, ты здесь, да? Так, Елена. На наиболее освещенной поверхности губ лучше работать более темным пигментом. Приведите пример, пожалуйста. Если взять папайя, то контур освещенный проходить не разбавленный, а для основной плоскости добавить белого или разбавить растворителем для уменьшения концентрации. Или брать вообще разные цвета. Отличный вопрос. Давайте я на него отвечу тоже позже с примером уже. Как раз я когда буду говорить вот о таком примере. Я вообще не рекомендую делать вот настолько сложные работы на обычных губах. Я рекомендую делать это в исключительных случаях, то есть сознательно брать и увеличивать губы за счет добавления белил, там разных цветов и так далее. Я не рекомендую. То есть если к вам пришел клиент и у него реально какой-то трэш, удалить это нельзя и надо что-то с этим делать, вот тогда да, тогда вы можете пользоваться вот этими вещами для того, чтобы исправить то, с чем человеку жить невозможно. А обычные губы сделайте все, что можно, не нарушая правил, и отправьте просто к косметологу. Это самый экологичный вариант работы с клиентами. Но я расскажу обязательно об этом дальше. Так, я ищу. Там у меня были губы, я их запомнила. Сейчас покажу. Вот они. Вот они, эти губы. Во-первых, что здесь осложняет нам жизнь? Яркий цвет губ свой, родной. Оно вроде как и хорошо, но в этом случае, чтобы не было очень много пигмента и не было помадного прокраса, вы должны подобрать цвет максимально подходящий вот этим губам. Пока они не закрашены эскизом, вы должны подобрать цвет. Это я оставляю вас наедине с клиентом. Дело в том, что вам нужно будет менять форму верхней губы, и вы должны вываливаться на контур. На кожу, на белую, на другую. И цвет должен быть, конечно, уложен плотно и быть максимально похожим на свой цвет клиента. Здесь давайте создадим обычную форму, классическую, в принципе, когда клиент не знает, что он хочет, я всегда рисую классику на любой зоне, и это всем идет, и это нормально. То есть то же самое, я отмечаю границу, по которой я буду работать. Так, размер, смешивание. Какую выбрать? Надо просто ярче здесь. Границу, до которой я буду работать, чтобы увеличить. И затем я ухожу на верхнюю губу для того, чтобы прорисовать новую форму.
Я не люблю сама по себе очень круглые вот эти арки. Во-первых, это круг, и его сложно нарисовать идеальным и идеально отзеркалить на вторую сторону. Это как и круглые очень головки, либо вот такая просто круглая бровь. Я не люблю такие формы, поэтому я стараюсь рисовать при помощи таких более или менее простых прямых линий. Вот зона работы, зона увеличения вот в этом конкретном случае. То есть мы захватываем, смотрите, я увеличу, мы захватываем зону вот здесь. Видно, да? Мы захватываем зону, на которой еще нет упор, еще есть трещинки вот эти вот, которые идут по всем губам, но уже нету цвета. То есть мы можем работать смело в этой зоне. И я привожу, как обычно, максимум, заканчивая в уголке рта, никуда не вываливаясь. Если хочется немножко объема вашему клиенту или вам, то вы можете вот в этой части все-таки там чуть-чуть, допустим, добавить, скруглить, а потом загнуть и прийти все-таки в уголок рта. То есть вариантов, конечно, множество. И некоторые мастера любят нарисовать. Сейчас с другой стороны нарисую тоже вполне возможную форму, которую некоторые мастера рисуют, и она многим идет. То есть прям вот такая круглая губа, которая идет прям до уголка рта. То есть вполне приемлемо и красиво, и максимально объемно, и мы ничего не нарушили. Если все-таки вашему этому клиенту будет недостаточно, она просто двумя уколами немножко вывернет и увеличит губу в районе вот как раз места дефицита цвета, скажем так, и объема. Ну и нижнюю губу, как обычно, мы выходим из уголков рта, чтобы мы могли соединить эти линии. И соединяем плавно с вот этой нашей прямой линией. Все, и как всегда мы прокрашиваем, чтобы вот это все у нас соединилось, смягчилось. Смотрите, по нижней части, если я работаю темным, темный цвет визуально сужает губу. Я сейчас размажу, потому что это у меня уголь выбран. Это я сейчас как бы углем рисую цветным. Вот здесь в палитре. Опс. То есть вот эта зона работы для вас. Все остальное табу. Вот конкретно на этих губах все, вы ничего больше не можете сделать. Поймите это и не рисуйте никогда вокруг, не вываливайтесь. Отправляйте клиента к косметологу. Так, по этой форме понятно. Привлекаю внимание, могу что-то ответить. Если нижняя губа больше, можно ли закрасить ее меньше по размеру, чем она есть? Отличный вопрос, Ирина. Если нижняя губа больше, если она прям очень большая, такое тоже бывает, а верхняя маленькая, и вы никогда не добьетесь гармонии в этом лице, иногда можно немножко как бы не прокрашивать, но почти всегда это видно, бросается в глаза. Да, вы можете не прокрашивать прямо до самого края, до ребра, нарисовать форму чуть более меньшего размера. Иногда, кстати, бывают такие губы, что я говорю, губы вас не украсят. Вам не надо делать татуаж губ. Все, что мы сделаем, не сделает вас красивее. Давайте сделаем вам брови или веки. И это реально там отвлечет как раз от губ. Вот, то есть иногда приходят с такими тонкими маленькими губами, там ничего не сделаешь вообще. То есть зачем к ним вообще тогда привлекать внимание? Лучше уйти на брови или на веки, или в спортзал. Так, что у нас? Все нормально? Я сейчас покажу следующую вам работу, которую мы должны будем прорисовать. Мне нужен следующий слайд. Покажешь следующую форму мне, потому что я не знаю, что там. Так. Ладно, я выберу любое. Это как раз у нас маленькие губы. Ладно, я буду выбирать просто их все по очереди. Я выбирала специально сложные случаи. Вы замечали, что мастера на мастер-классах, на каких-то там вебинарах и прочем, они показывают идеальные губы, идеальные формы, где не надо менять цвет. И в принципе все мастера, и вы наверняка тоже, да и мы тоже, мы выставляем привлекательные губы. То есть они и так пухлые, они и так были симпатичные, и просто
для портфолио это красиво, но работаем мы на деле чаще всего с какими-то очень сложными формами, некрасивыми формами, которые надо менять, которые мы выставить-то потом не можем. Но я вот выбирала как раз те, с которыми вам приходится работать, ну как и нам. Так, смотрите, я сейчас выберу здесь цвет, тоже максимально, может быть, близкий, чуть-чуть ярче, чем нужно. То есть это как раз тот вариант. Во-первых, опущены немножко уголки. Во-вторых, очень маленький сам рот. Посмотрите, в масштабе лица губы прям небольшие на фоне больших щек. Но сделать здесь много мы тоже не можем. То есть, во-первых, мы ограничены вот этим размером ротовой щели. И мы же не можем, хотелось бы, но не можем надрезать. Также точно я отмечаю вот максимум по нижней губе. Здесь тоже ярко выраженные уголки, но здесь такая зона работы. Я взяла слишком яркий цвет. Сейчас я изменю его. Более похожий возьму. То есть что мы здесь можем сделать для увеличения? Вот она, зона нашей работы. Вот эти острые уголки и, в принципе, маленький урод, я бы убрала все резкие линии. То есть никакие маленькие острые арки здесь не нужны. Все должно быть максимально мягкое, плавное, не привлекающее внимание. И, конечно, вы должны знать, наверняка вы это знаете, но я скажу, на маленьких губах мы не используем яркий цвет. Никогда, потому что они сожмутся просто в точку. Это никогда не будет красиво. То есть вот, кстати, в тему о том, здесь, скорее всего, так и будет, что не должны губы сходиться в одной точке. Потому что если я... Хотя здесь, может быть, так и не будет. Но и там будет у меня такой слайд, где будет понятно, почему нижняя губа не может иногда прийти туда же, где верхняя, и наоборот. Потому что просто некоторые очень опущенные губы, вы только подчеркнете вот эту опущенность, если доведете линию прямо до уголка. Мало сказать человеку улыбайся постоянно. У нас жизнь тяжелая, все женщины приходят с опущенными грустными уголками губ. Смотрите, вот здесь я сейчас показала максимум, что можно сделать для этих губ. Я везде работала в зоне, где это можно делать спокойно. При увеличении губ вы должны работать либо плотно, очень ярко помадно, либо очень яркими пигментами. То есть в этом случае я бы порекомендовала очень такой цвет максимально светлый в вашей палитре, но кроющий. Кроющий — это значит, когда очень хорошо прокрашивает. То есть вот прям полностью избежать грустных уголков губ не получится в этом случае, но увеличить вот примерно настолько вы можете. Видно, да? Тут даже еще я бы смягчила вот эту вот зону, чтобы уголки ушли в районе арки. То есть вот это все, что вы можете сделать с этими конкретными губами. Смотрите, нормально видно изображение, хорошо? Вот такой планшет. И, кстати, это можно делать в телефоне, мне очень много пишут, либо это можно делать в планшетах таких графических, просто немерено сейчас на разный совершенно диапазон ценовой вы можете ориентироваться. И в них очень круто рисовать. Очень круто рисовать вот эти формы, смотреть, как оно пойдет, не пойдет в лице, стрелки, брови, все рисовать. Это прям очень сильно вам поможет в работе. Поэтому не скупитесь, купите себе такой планшет. Так, по этим губам понятно, да? Какие хорошо прокрашивают пигменты, какие фирмы, программы. Так, ладно, это все хорошо видно, все отлично. Autodesk, да, это программа, графический не редактор, это рисовалка прям. То есть здесь дизайнеры рисуют в этой программе, она очень классная, здоровская. Так, идем дальше. Так,
Я сейчас нажала, мне надо назад. Я плюс слайд. И следующая у меня будет, ускакала у меня программа. Это было. Это я рисовала. Так, вот. Вот эти губы я сейчас найду. Так называемый рыбий рот, практически рыбий рот. То есть на таких губах нужно создать арки, чтобы было красиво. Потому что есть странная категория женщин, которая просит закрасить свою красивую арку, и категория женщин, которая хочет нарисовать наконец-то нормальные губы, потому что у нее они природой вот так вот не созданы. Где же ты, где? Вот она. Смотрите, кстати, я заодно могу вам рассказывать, как определить ужасные губы, на которых неохота работать. Вот это как раз такие губы. Они будут очень мягкие, они будут все в мелких морщинках, и они будут тянуться просто бесконечно. Хоть и очень много работы на этих конкретно губах, потому что увеличить здесь их можно, форму красивую создать тоже можно, потому что очень много вокруг пустого места, видите, да? Возьму цвет поярче. Смотрите, вот эта вся зона может быть вполне вашей рабочей. Чуть-чуть ярче возьму. То есть вот настолько вы можете увеличить нижнюю губу. Сразу я опять, как всегда, для себя определяю как бы границу, максимальную толщину и ухожу наверх для того, чтобы создать форму. Смотрите, если сильно увеличить, на самом деле вот эта вся зона, где можно работать. Здесь даже больше 2 миллиметров, здесь, наверное, даже 3 миллиметра. Так высоко я, наверное, не пойду. Но, в принципе, можно. Потому что, во-первых, сглаженный рельеф. Во-вторых, там еще нет пор и нет волосков. Поры начинаются вот здесь, вот в этой части, видите? Но здесь мы уже идем на уменьшение. Но сейчас я прорисую уже полностью. То есть... Конечно, перед началом рисования вы должны спросить у клиента, а чего он вообще в принципе хочет, какую форму, что ему нравится. В этом случае, смотрите, есть яркий цвет вперемешку с очень бледным каким-то. То есть губы странные, какие-то пятнистые. Я бы все их прокрасила хорошо, потому что они реально пятнистые, чтобы выровнять вот этот цвет. Так. Но с такими губами, вот я когда такие губы вижу, я сразу рисую что-нибудь такое, чтобы максимально было мало работы, потому что замучаешься натягивать их, они будут тянуться просто бесконечно. Мягкие, тягучие, и, по-моему, у меня как раз такие и были. Смотрите, видите, я всегда растягиваю, даже здесь я закрашиваю, растягиваю, потому что мне самой сложно воспринимать форму и симметричность формы, если я не закрашиваю. То есть я сейчас здесь намечаю как бы примерно, потому что это же не эскиз для настоящего человека. То есть я вам показываю границы, где вы можете работать с этим клиентом. Вот здесь вот тоже, смотрите, как много можно сделать симпатичную круглую губу. Я рисую стилусом. Меня спрашивали тоже. Стилус, вот это просто ручка, которая идет в комплекте с планшетом. Если вам сложно рисовать, вы можете рисовать с прямыми линиями, а затем немножко скруглять в одинаковых местах слева и справа. Если вы уже более опытный мастер или дружите с симметрией неплохо, то вы можете рисовать сразу с круглых линий, пользуясь, об эскизах я буду говорить завтра, прямо на человеке показывать, но как циркулем пользуясь. То есть вы ставите руку и рисуете вот таким образом, либо ставите на нос и прорисовываете нижнюю линию. На планшете рисовать иногда сложнее, чем на человеке, на самом деле, потому что я не могу его вертеть. Ну вот примерно зона вашей работы. Так, я тут залезла. Я не использовала слои, поленилась. Надо было использовать новый слой.
рисовать на нем, и теперь я не могу стереть здесь. То есть вот здесь вот кусочек лишний, я, конечно, это вижу, потому что у меня все нормально с симметрией, но ладно, я просто увеличу соседнюю часть. Иногда бывает достаточно какого-то миллиметра, чтобы выровнять по симметрии, и иногда какой-то доля миллиметра вообще все портит, просто вообще не дает жить и работать нормально. Короче, это зона примерное увеличение. Вот здесь вот нужно стереть, но мне сейчас не даст планшет, потому что я буду стирать как бы с кожей лица. Все, в следующий раз я открою обязательно новый слой, потому что вам будет проще понимать. А здесь мне лень снова рисовать заново все. Так, мне нужен следующий слайд. Я открываю следующий слайд. Я плюс слайд. О, вот это классные губы, смотрите. Но они у меня идут почему-то не по порядку. Мне нужно предыдущие губы. Это они, да? Все нормально? Он, по-моему, подвис... Можно мне следующий слайд опять? Спасибо. Вот это губы нашей студентки, которая недавно приезжала ко мне на VIP-курс. Она у меня из Вьетнама, и это у них очень красивые пухлые губы у всех вьетнамцев, которые ко мне приезжали. Я сейчас ее вам найду. Она делала процедуру у нас и прислала, кстати, зажившие, но в плохом качестве. Это вечная проблема найти зажившие, потому что все фотографируют, приходить не хотят, а фотографируют сикость-накость. Но я вам покажу, кстати, как они зажили. Но сейчас я вам и найду здесь, чтобы порисовать. И зачем я застала мастера? То есть мастер хороший, достаточно опытный, но, видимо, с такими губами не сталкивалась. И она начала с верхней губы. И так без того огромную верхнюю губу она нарисовала еще больше, потому что она там что-то пририсовала какие-то арки. А нижняя это ограничено, там тень, там некуда рисовать. Поэтому здесь опять, как всегда, вы начинаете с... Так, я слой хотела создать и на нем рисовать. Здесь вы начинаете с нижней губы, чтобы понять, какого она будет у вас размера. То есть вам надо уравновесить их хотя бы чуть-чуть. Тут понятно и так, что нижняя никогда не будет такой же большой, как верхняя. Но в общем и целом девушка очень красивая была, и ее это никак не портило. Но она хотела, тем не менее, увеличить нижнюю. Так вот, здесь я отмечаю для себя зону максимальную, в которой я буду работать. То есть насколько я могу увеличить эту губу. Видно, да, я здесь закрашиваю сейчас это место. То есть все, дальше просто нет возможности у меня идти, потому что там уже идет впадина, вот эта вот впадина. Она у нее хоть и не очень ярко выражена, но тем не менее это зона табу, скажем так. И даже я отрисую полностью нижнюю губу, чтобы понимать, что я могу сделать с верхней. Ну, в принципе, мы так и сделали. Это Венди была моя студентка. Очень классная. Она, кстати, приезжала ко мне дважды из Америки. Она очень дотошная, очень много хотела знать. Смотрите, это все, что можно сделать с нижней губой. Если она захочет, она может ее увеличить тоже при помощи инъекционной косметологии. Но в наших силах сделать только это. Все, вы не можете идти вот в эту зону. Вы не можете там работать, потому что это просто уже кожа лица, это другая плоскость, это некрасиво. И это создаст нижнюю губу, сделает ее такой квадратной, потому что просто вся ваша работа в этой зоне не будет видна, потому что она там условно за углом. И что мы можем сделать с верхней? Смотрите, какие маленькие изменения я внесу. То есть немножечко вот здесь вот дорисовать, чтобы создать форму. Видно, да, я сейчас рисую вот во внутренней части арки. И немножечко дорисовать во внешней части соседней арки. Видите? Сейчас возьму цвет более красный, потому что он смотрится коричневым. То есть вот я рисую на
поверхности вот этой вот внешней. Тут такие тоже яркие губы, что им и цвет-то особо не нужен, им просто форму создать и выровнять где-то по мелочи, по симметрии, насколько это возможно. То есть вся работа на верхней губе, которую можно сделать. Ну, это я сейчас о форме. А с согласия клиента и с вашего опыта вы можете немножко вот здесь прорисовать белым цветом, телесным цветом, чтобы создать, если полностью рыбий рот, в каких-то случаях, когда клиент совершенно точно жаждет этого, идет на это осознанно, и вы тоже это умеете делать и делали. Но чаще всего это не нужно. Эти губы красивые, здесь не надо никаких рисовать вот этих липлайт, белые, белилами, вот какая-то чушь. Чаще всего это еще и через пару лет смотрится очень странно. Все, остальная работа идет внутри просто губы, чтобы просто сравнять дорисованное, чтобы по цвету какие-то выровнять нюансы, может быть, изменить оттенок, потому что она хотела их прям ярче, потому что губы крупные, ей яркий цвет вполне мог подойти. Если я сейчас найду ее, я пришлю, вам покажу. Так, я помню, я ее отправила. Вот она. То есть у нее зажило, все неплохо, но фото, как всегда, прямо так себе. То есть здесь увеличенная губа нижняя и измененная форма верхней. Но фото, как всегда, так себе. Пожалуйста, не видео. Что? Еще раз, губы можете нарисовать? Который я показывала? Кому не видно? В программе. Вот так? Я не помню. Все нормально сейчас? Смотрите, ну здесь есть над чем поработать на коррекции, потому что немножко, либо это ракурс такой, но на нижней губе сделано все возможное, и даже вот сюда чуть-чуть зашли. Ну, как бы это все, больше не надо, больше нельзя. Так, идем дальше. Мне нужен следующий слайд. Галерея. Так быстрее, когда я тебя прошу. Хорошо, Юр? Потому что я тут ковыряюсь, ищу свои. Вот это просто катастрофа. Вот когда приходят такие губы, хоть плачь. Да, это очень тонкие губы, с которыми очень сложно работать. И я вот была в Америке, не знаю, прям вот таких тонких губ я встречала больше всего там. На самом деле азиаты все вот с такими классными губами ко мне приезжали. И те, которых я видела, я в Казахстане жила, это тоже прям пухлые губы. У нас разные встречаются, но вот настолько тонких я даже в базе не нашла, я нашла их в интернете просто. Но с ними-то тоже когда-то придется работать, и мы должны понимать, что мы можем сделать на таких губах. Где они у меня тут? Не может быть, чтобы я их не качнула. Так. Вот они. Что мы делаем с такими губами? Знаете, в чем прикол? Я сталкивалась с такими губами в своем рабочем прошлом. Они внутри. То есть это губы, которые есть, но они вот там внутри, они как бы завернуты. И вы, получается, работаете, по сути, вот на этом вот, на краю губы, на границе с кожей. И вот такие губы увеличиваются хорошо. То есть косметологи добавляют объем вот где-то вот в этой части, и они как бы выворачиваются просто. Тут задача вывернуть. Что-то еще делают хирурги с такими губами. Ну ладно, не будем отвлекаться. То есть зона вашей работы, она ограничена прям очень сильно вот этим рельефом. Так, мне нужен цвет нормальный. То есть иногда вот такие губы стоят, если человек не готов потом идти к косметологам на увеличение, лучше с ними не работать, потому что ни вы, ни клиент не будете просто довольны. Либо вы создаете форму и отправляете клиента на увеличение к косметологам. То есть
Так как нижняя губа, видите, ограничена очень сильно, на верхней можно было бы порисовать вот где-то в районе, даже вот здесь возможно. Там хоть и есть волоски, я видела такие работы, но я не рекомендую это делать, потому что вы сделаете нависающей и более большой верхнюю губу, а нижняя все равно останется нижней, потому что вам просто некуда идти. Поэтому вся ваша работа, она вот она. То есть еще хуже, когда такие губы еще и с большой ротовой щелью. То есть они узкие, и все, что вы сделаете, просто как бы сделаете ярче вот эту узость. Поэтому лучше отвлечь бровями. Я была, помню, поражена. Я была на мастер-классе у Юлии Константиновой, не знаю, лет 6 назад, давно-давно. И к ней пришла клиентка вот с такими губами на губы. Она сказала: да, тебе нет смысла делать губы вообще, давай сделаем брови. И украсят тебе брови в данном случае, а не губы вовсе. Потому что клиенты не понимают, где границы, где можно, где нельзя. И приходят с надеждой, что вы нарисуете сейчас вот на такие губы шикарную новую форму, но все, что вы сделаете на таких губах, будет ерундой. Поэтому лучше привлечь внимание к красивым новым глазам или бровям, если уж на то пошло. То есть вот, что вы можете сделать на этих губах. Дальше вам просто некуда идти, и вы на самом деле видите, как я не стараюсь увеличить эти губы, они не становятся красивее. Не появилось никакого секса в них. Реально, как была щель, так и осталась щель. Поэтому если у вас пришли вот такие губы, и клиент не настроен увеличивать, вся ваша работа пойдет коту под хвост. Она не станет красивее. Ну а если вы нарисуете вот так вот, и уйдете куда-то, знаете, как я видела тоже такие губы. То есть вот здесь вот человек ограничен, то есть все, дальше не видно работы, а вот здесь вот нарисовано много. И такая появляется губа вот такой странной формы, обиженная такая. То есть не делайте так, это неправильно. То есть знаете, как всех денег не заработать и создать человеку вот такое выражение лица, при всем, что верхнюю губу все равно намного увеличить не получится. Эти губы красивее не сделать. Короче, я вам показала этот пример, потому что я сама сталкивалась, и я это прошла, потому что я тогда под давлением своего клиента что-то там нарисовала. Глядя на себя в зеркале, он счастлив не был, я счастлива не была, потому что мой клиент счастлив не был, а надо было всего-то сделать красивее верхнюю часть лица. Засада в том, что вот эти красивые девушки, у которых красивые большие глаза, шикарные брови, классной формы губы, их можно сделать еще красивее. А иногда приходят клиенты, которые на него смотришь и хоть плачь, просто что бы ты ни сделал, красивее он не станет. Но все равно для его внутреннего там ощущения, самоощущения мы должны что-то сделать. И вы должны выбрать и посоветовать, что делать. Поэтому мне нужен следующий слайд, Юр. Ничего себе, я рисовала долго губы, и вы их не видели? Я этого не увидела. Так. Так, я прошу прощения. Я еще раз сейчас нарисую те губы. Да, я поняла. Следи за этим, ладно? Мне говори. Потому что я прошу прощения. Я сейчас нарисую снова все, что можно на этих шикарных вьетнамских губах моего мастера, студента, который ко мне приезжал. Сейчас видно, да? Включай. Смотрите. Очень большая верхняя губа. Нижняя тоже красивой формы, но она небольшая, она прям гораздо меньше, чем верхняя. Поэтому что мы можем сделать? Мы увеличиваем нижнюю, насколько это возможно. Видите, вот здесь вот эта светлая кожа, которую я закрасила, до того момента, когда начинается темнота, вот эта тень, то есть там кожа уже, это изгиб. Сразу прорисовываю я всю вот эту внешнюю часть, насколько это возможно. Скругляю ее, потому что в общем и целом губы такие округлые, поэтому я повторяю эти формы. Я поняла. С двух сторон я это делаю.
сразу, чтобы оценить весь этот объем, который создаю. И все, что я делаю на верхней губе, это сейчас увеличу и покажу. Смотрите, у нас на грани того, чтобы не было вот этой арки эти губы, но они несимметричны немного. И мне нужно добавить вот в этой части, чтобы было более симметрично. Я вообще не увеличиваю, я просто как бы создаю немножко новую форму. И вот в этой внешней части, что я делаю таким образом? Я как бы сглаженные, мягкие, но рисую новые арки, которые будет больше видно, которые будут создавать вот эту форму. То есть вся ваша вот эта работа, она, видите, где сконцентрирована? То есть за счет того, что какая-то левая, правая, все время путаюсь, правая. За счет того, что ее правая арка выше и острее, а нижняя такая более покатая, я вот могу прорисовать вот это вот место, увеличить. И все, что мне нужно сделать, это просто здесь вот эти доли миллиметра, без увеличения, вообще без увеличения верхней губы. Сейчас я вот это растяну, размажу. Что, в принципе, мастер и делал. Я, наверное, буду после каждого слайда заглядывать в чат, чтобы не было возмущений, что я совсем не обращаю внимания. Я извиняюсь очень сильно за то, что я тут увлеклась рисованием. Смотрите, вот это ваша форма, которая возможно вот на этой клиентке. Если вдруг она захочет абсолютно идеальной симметрии, то она может тоже уколоть нижнюю губу, она подвывернется, станет больше объемом, и они станут одинаковые. Но она настолько такая яркая, симпатичная вот в том виде, какая она есть, эта девушка, женщина, что ей не нужно, она довольна, у нее все зажило ярко, и она полностью довольна. Все, теперь понятно? И потом я показала ее уже зажившую, но в плохом качестве, как положено. Но живет она в Америке, поэтому ничего не могу лучше показать. Так, нижняя губа. Все, я поняла. Так, я отрисовала. Идем дальше. Я сейчас поотвечаю на вопросы. Пошагово. Не было в программе. Так. Ну, с узкими губами это реально мое мнение. Ничего там с ними вы не сможете сделать, ничего. Так, опять очень много комментариев, которые, к сожалению, заставляют меня смотреть долго. Все, ладно, вопросов по существу нету, идем дальше. Так, какие там у нас губы? Опущенные уголки. Опущенные уголки, не знаю, как вот кто из каких стран вообще вы, но в России опущенных уголков так много, наверное, просто потому что женщины со временем вот с таким лицом ходя начинают вот так выглядеть. Поэтому с опущенными уголками мы работаем чаще всего, и реально с ними сложно, потому что что можно сделать с опущенными уголками? Это натянуть за уши просто... Какие там были из опущенных уголков. У меня их несколько подряд, поэтому я сейчас буду все подряд рисовать. Допустим, давайте вот эти опущенные уголки. Это еще и молодое лицо. Что можно посоветовать? Чаще улыбаться, сделать нити, которые зацепят за ухо и поднимут уголки. Ну, как бы наши клиенты на это не готовы. Опущенные уголки можно не усугублять, скажем так. Если все-таки хочется чуть больше яркости и объема, то вы должны поработать с ними таким образом, чтобы они не стали еще более ярко выраженно опущенными. Поэтому, кстати, здесь тоже, видите, довольно сложные губы. Надо мне на этом слое рисовать, чтобы, если что, можно было стирать. То есть я нахожу максимальную точку, в которой я могу или вынуждена работать. Иногда я просто должна там работать, либо можно вообще даже не начинать работать, потому что она рельефная, она видна, это нижняя точка и поверхность, которую я должна закрасить. Если вот в этом конкретном случае я уйду, пытаясь увеличить прям в уголок рта, смотрите, визуально, вот сейчас я просто вам покажу, если я закрашу прям сильно вот это место,
что бы я ни делала, этот рот с большого расстояния, с расстояния общения с клиентом, он будет вот таким прям вот опущенным, сильно некрасивым, унылым, и красивее я ее не сделаю. То есть я должна не подчеркивать вот это ее унылые уголки. Сейчас я нарисую все, что можно сделать с этими губами, без отправления к косметологу. Отмечаем нижнюю. Уходим максимум вот сюда вверх. То есть я поднимаюсь когда кверху, я не подхожу прям к самому уголку, я приподнимаюсь насколько возможно, не затрагивая уголки, прям уголки вот эти вот. То есть у меня на нижней губе останется, наверное, не знаю, по миллиметра 2-3 в уголках, которые я не трону. Потому что я не могу просто прокрашивать эту зону. Вот в этой части я рисую прям, вот смотрите, прям до того момента, где начинается, вот многие, наверное, замечали, вот здесь бывает такая как бы пупырышка, шишечка какая-то на губах. Если ее закрашивать, она всегда торчит некрасиво, ее лучше не трогать, поэтому до нее вы можете дойти. И работа на верхней губе, то есть я как бы увеличила нижнюю, насколько это возможно. На верхней губе работа у меня будет тоже в зоне, смотрите, я увеличу. Видите, вот эта вся зона, где у нас идет еще как бы кожа губ. Вроде бы я на ней могу работать, но есть риск, что если я увеличу прям настолько, смотрите, видите, что получается? Верхняя губа будет как бы давлеть, нависать, увеличенная она будет слишком сильно. То есть моя зона работы, вот где я сейчас на правой губе работаю, это все, что я могу сделать. Хотя вроде бы, если увеличить, я могу работать шире. Но с точки зрения самой просто картинки я не могу там работать, потому что это не украсит клиента. Хоть и сделает ее губы вроде как больше, но не красивее. А вот здесь вот в этой части я могу немного скруглить и прийти в уголок рта прям. Так, вот это мне надо стереть, потому что оно мне мешает. И прорисовать вторую часть. Здесь еще видно, что губы выбиваются герпесом периодически. То есть, когда вы видите такие кругляшки, знаете, как пустоты в виде кругляшков, то чаще всего это то, что случается с губами из-за герпеса. Потому что часто появляющийся в одном и том же месте герпес, болячка, вот эта, она выбивает пигмент, уносит с собой. Смотрите, один чуть более острый, один чуть более круглый. То есть вы можете нарисовать и так, и так. Этим губам как бы не принципиально, как рисовать. Ну, обычно я стараюсь смягчить. То есть зона работы, увеличения ваша, вот она, вот это. Дальше нельзя. И надо заставлять их улыбаться, этих женщин, потому что форма эта создается не только нашим разрезом ротовой щели, но и мышечно. Поэтому все, что можно сделать, это вот эта вот зона. Хотя, опять повторюсь, смотрите, так и просится вот это место прокрасить везде и увеличить, потому что как это столько добра на увеличение пропадает. Но в ее случае конкретно красивее, ну как бы не станет, губы красивее не станут. Так, мне следующий слайд нужен. Я пока... Обновляйтесь. Вот это прям один из самых сложных случаев. У меня такие возрастные клиентки, чаще всего это модели на обучении. Вот реально. Вот эти губы я качнула из интернета тоже. Они потому что настолько вот прям живые, настолько... Мне надо планшет. Юрш, включи, пожалуйста, планшет. И я сейчас покажу губы подобные.
Вот. Такие же, в принципе, губы. Очень возрастная женщина, как раз тот самый сложный случай, когда множество кисетных морщин вот этих, которые форма уже потеряна. Ну, вы все наверняка замечали, что с возрастом губы просто как бы заворачиваются вовнутрь. Она есть, она просто, это какая-то дистрофия, там идет слоев каких-то, и мышцы у нас, все обвисает, гравитационный птоз, и все меняется. И вот в случае вот конкретно вот этой, допустим, женщины, мы не можем вообще работать на этих глубоких кисетных морщинах. Во-первых, иногда пигмент плывет. По кисетным морщинам поднимается вверх, хоть вы и красили как положено, но когда заживает, клиент к вам приходит, и у него такие прям подплывы, как на веках. Я наблюдала такие работы у своих студентов, они мне присылали. Вживую я не видела таких работ. Избежать этой проблемы можно, если красить у контура, когда вы фиксируете контур, максимально мягко и не, знаете, как иногда некоторые мастера так делают, в кожу вошел и в кожу находясь, прям как будто черную стрелку красит, прям туда-сюда, прям плотно-плотно ковыряется в одном месте. В этом случае очень великий риск, что пойдет, то есть травмируется сильно кожа, и также точно по сосудикам она поднимается, чаще всего в кисетную морщину как раз. То есть максимально поверхностно, плотно, но мягко, и как бы выходя из кожи, такие гладящие движения, хотя и надо сильно прокрасить на таких губах, но вы не можете сильно давить и сильно травмировать такие губы. Смотрите, наша зона работы, вот она тоже, я увеличу, смотрите, как бы пространство между кисетными морщинами, и чуть-чуть теплее сделаю. Пространство между кисетными морщинами и самой красной уже, самим красным цветом губ. Это ваша зона работы, где вы можете что-то делать. То есть опять, эта бабушка была у нас на обучении, я помню. Кстати, смотрите, то, что я делаю на таких конкретно губах, и надо делать, потому что я взяла более теплый цвет, ее губы фиолетово-синие, и их надо сделать более теплыми и более такими, это уже, конечно, из колористики, более теплыми, ни в коем случае никаких вишневых ужасных цветов, потому что они усугубят эту синеву. То есть вот зона работы вашей. Вы не можете уходить вот сюда на морщины, потому что это уже кожа лица, совершенно другая по структуре. Но вы можете сделать вот все, что можете, это при помощи теплого цвета губ, ну, хотя бы создать вот такую вот форму. То есть все. Почему я делаю акцент на этом? Вы сейчас учитесь. В нашей сети я вижу такие работы, которые приходят на удаление. И это ужасно. То есть это ужасно, вот эти губы нарисованные вот так вот сильно очень вокруг. Это кто-то делает, это делают начинающие мастера, часто под давлением клиентов. Существует миф, что если поработать по кисетным морщинам, то они распрямятся. Знаете как, мои кисетные морщины, возможно, да, потому что если присмотреться, у меня тоже есть где-то небольшие вот эти заломы, начинаются. То есть я их там увлажняю гиалуронкой. Вот такие кисетные морщины, вы ничего не сделаете, как бы вы там ни ковырялись, и это миф, что пройдясь по ним, вы их разгладите. Я видела, был мастер такой, существовал на просторах конференции очень сильно активно, Анна Савина, и я видела на одной из конференций, думаю, боже, зачем тратят мое время? Она по вот таким морщинам машинкой работала, то есть она их типа распрямляла, травмировала кожу, и там женщина вся ушла вот в таких как будто разрезах. Попытка перманентный макияж привести в какие-то другие области, когда ты уже не знаешь, с чем выступать на конференциях. Ну-ка, сделаю-ка я еще какую-нибудь вот такую ересь. Вот все, что вы можете сделать. Если бабушка хочет, то бабушке можно сделать это. Украсит ли ее? Ну, на мой взгляд, не сильно. Но не нам решать. Если она хочет стать поярче, посимпатичнее, то можно. Но если вдруг остались брови или губы опять, уходим лучше на них, наверх. Мне нужен следующий слайд, пожалуйста. Так, отказаться от текущего эскиза. Ну тут опять у нас заваленные губы. Я выбрала много заваленных губ, причем они сложной формы довольно-таки. Сейчас покажу. Они еще и изрыты
как раз выбитым герпесом. Пигмент выбит. Так, мне надо их найти. Вот они. Какая маленькая фотография по объему. Ну ладно. Смотрите, вот эти губы можно сделать, ну, конфеткой. И тоже, я же любитель работать минимально на любой зоне, поэтому я призываю делать то же самое. То есть вы должны подбирать пигмент максимально похожий на цвет губ и как бы заполнять пустые места. Вот это идеальный вариант. Те места, где вы соединяете, как бы вливаете свой цвет в губы растяжкой, и это все, что вам нужно. Смотрите, здесь мы отрисовываем опять низ. Находим цвет похожий, чтобы было красиво. Отрисовываем низ, находим как бы максимально возможную, самую объемную часть. Потом уходим наверх и отрисовываем, ну, что можно. Видите, верхняя губа какой сложной формы. То есть здесь, по сути, нам нужно вот сюда соединить, пройти. Сейчас я возьму более темный цвет, чтобы было видно. То есть вот эти вот уголки нам нужно прокрасить хорошо, чтобы губа стала... Смотрите, как интересно получается. Я беру разные цвета, и насколько разноцветная губа в теневых частях, в освещенных частях. То есть мне нужно работать разными цветами, рисуя для вас, чтобы губы не выглядели ужасными и пятнистыми. То есть вот, не нарушая контур, потому что я вот, допустим, не вижу смысла на этой верхней губе красивой рисовать что-то вне, делать ее какой-то более круглой. То есть я дорисовываю только вот в небольших каких-то вот этих пустотах, и нам нужно закрасить уголки, свести прям вот четко к уголку. А на нижней губе у нас много работы, потому что она, видите, да, странной формы. И более того, вот опять, смотрите, нам нужно вывести из уголка и соединить. Так, мне нужно более, наверное, розовый цвет здесь, чтобы было видно то, что я рисую. Смотрите, хорошо видно? То есть вот это место нам нужно скруглить, никак не утолщая нижнюю губу, потому что она достаточно объемная в яркой части. И смотрите, чтобы не сделать эти губы, молодые красивые губы, опущенными и грустными, у них тоже уголки имеют тенденцию вот направления вниз. Я не довожу прям до уголка. Так, я выбрала неудачный цвет. Пардон, я сейчас выберу удачный, потому что выглядит некрасиво. Просто чуть-чуть более теплый. То есть вот я скругляю внешние уголки, внешние части на нижней губе. И не стремлюсь довести прям до уголка. Потому что в этом случае это не нужно. Потому что это сделает наше молодое лицо с опущенными губами. А вот и наверху мы доводим практически до уголка. За исключением, вот я тут ошиблась и как бы взяла толстый маркер, но я могу его вот так стереть. То есть вот эта зона наша, она должна быть как бы не тронута. Поэтому вся ваша работа небольшая, она сосредоточена вот в этих частях губ, чтобы сделать нижнюю округлой, но не привести прям к уголку, потому что таким образом вы опустите эти губы. И немного работы по созданию вот внешнего, как сказать, контура на верхней губе, в основном вот в этой части. Надо прокрасить хорошо прям до уголка. То есть довольно простой, быстрый эскиз, который делает эти губы красивыми, если их еще и правильно прокрасить. А форма, конечно, странная, и с ней жить не очень прикольно, я подозреваю. Следующий мне пока включишь, пожалуйста, Юр, губы. О, у нас что, закончились губы? Сколько я по времени это делала? Так, почти 2 часа. Так, ну мне надо идти дальше. У меня, конечно, тут есть еще несколько интересных случаев, но оказалось по времени довольно долго, сколько мы отрисовали эскизов. Так, я проверю сейчас.
Давайте вот этот вот сложный случай я вам покажу, потому что иногда приходят губы надутые гелем, причем таким гелем, который уже не убрать. Есть гиалуроновая кислота, которая бывает разной плотности. Есть очень мягкая, которая уходит, она увлажняет и уходит бесследно довольно быстро. Есть средняя, которая держится там сколько-то, не знаю, времени. И есть очень высокой плотности, которая реально никуда не девается, и спустя 2 и 3 года и человек ходит вот с такими губами, а мастера говорят: нет, у вас гель, я не буду, он уйдет, они исказятся. Нет, надо, прежде чем работать с губами, в которых гель, выяснить, что там за гель, как там он долго находится, потому что иногда они говорят: нет, я сама такая. Ну, нам же видно, что это не так. Так вот, а есть еще и полимеры, какие-то биополимеры, которые вообще только хирургическим путем удаляются, они еще и мигрируют, это вообще страшно и ужасно, но сейчас таким не пользуются. Вот, допустим, пришли к вам губы вот такие искаженные. Что на них можно сделать? Во-первых, это однозначно только плотный прокрас по контуру, потому что очень сильно нужно поменять форму. Здесь гель начал миграцию, вот с этой стороны, видите, да, как шишки такие образовались, то есть он не держится в той плоскости, где должен был находиться. Я возьму тут цвет поярче, для того, чтобы, да, я поняла, для того, чтобы было хорошо видно, что с ними делать. Естественно, сначала вы обсуждаете, что она хочет на верхней губе, нижняя всегда круглая у нас. Я также очерчиваю, видите, она не симметричная, то есть мне надо будет здесь работать по симметрии много. Так, что с моим мелком? То есть вот максимальная ширина нижней губы, и много надо будет работать, видите, вот в этой части с той стороны, где меньше геля. Я сразу могу прорисовать, соединить, насколько я выведу. Тут хотя бы очень хорошо, что уголки не опущены, а то было бы вообще все печально. То есть я прорисовываю нижнюю губу, ну, насколько возможно, максимально круглой, не обращая внимания на вот этот торчащий уголок опущенной части, где много геля. Ну, это как раз из той оперы кто-то задавал вопрос о том, что если надо уменьшить. Да, в некоторых случаях я сознательно не трогаю какую-то часть губы, если мне надо выровнять по симметрии. Это бывает мимическая привычка, когда кто-то говорит много лет на одну сторону. Бывает такое из-за скоб, которые носят клиенты. Бывает такое из-за каких-то операций, из-за инсультов, когда часть лица опустилась, но не полностью восстановилась. Но либо вот как здесь конкретно случай, когда это гель. И вы воспринимаете человека как пятно, пятнами цветовыми. То есть губы должны быть достаточно симметричные. И если здесь идет своя губа низкая, это не значит, что вы должны ее прям подчеркнуть. Вы можете чуть-чуть выше работать. И вот здесь вот видите, как сильно освещено. То есть я бы вот это место смягчила и не выходила бы на... То есть вот зона работы. Смотрите, я увеличу тоже сильно. Здесь есть куда выйти, потому что кожа натянута и искажена гелем. Она как бы потеряла рельеф первоначальный, который был у этого человека, у этой женщины. И, соответственно, вот с этой стороны тоже в районе кожи можно поработать. То есть место сглаженное, и здесь оно и так вообще сглажено, в принципе, еще и благодаря гелю. То есть вот эту всю зону можно проработать очень плотно. Но на губах с гелем, допустим, я люблю работать, потому что их почти не надо натягивать. Они такие плотные, на них ложится чаще всего пигмент отлично. Единственное, что сильно мешает, это вот все эти странные формы, которые получают клиенты вследствие ошибок работы косметологов, может быть, или своего излишнего желания увеличить какие-то губы свои необъемные. Поэтому, ну вот примерно такая форма вполне возможно на этих губах. Если оставить вот эти вот места совсем пустыми, будет не очень красиво. Насколько можно, конечно, нужно зацепить, закрасить растянутую кожу. Я еще замечала, видела такие губы. У меня есть подруги, которые увеличивают губы.
вполне красивые, насыщенные цветом губы после увеличения гелем становятся как шарики тоже надутые и теряют свой цвет натуральный, потому что просто как бы растягиваются. Тоже выглядит не очень красиво. И они нуждаются в новом цвете, потому что с такими губами в жизни ходить как бы очень тяжело. Так, вот здесь я тоже все время забываю новый слой включить. Из-за этого не могу стереть, но я буду вот так это делать. То есть вот эти уголки, которые там были, я бы смягчила тоже максимально, чтобы губы были мягкой формы, не бросающиеся в глаза. То есть когда что-то странное на лице, не надо делать ярких контуров, очень яркого цвета и каких-то безумных углов. На губах углы я встречала тоже и не раз, и более того, осознанно сделанные клиентами. Они настаивали на этих формах. Короче, вот примерно такая форма светит этой клиентке, у которой вот такие искажения в губах. В принципе, вполне нормальная форма. Единственное, вот эти вот места, из-за того, что объемом перенеслась тень, вы ничего не сможете сделать, никак повлиять на это. Но все. Я думаю, те, кто гелем увеличивает, они как бы к этому уже привыкли. Так, от форм уходим. Мне кажется, я зацепила много, практически все. Все остальное это, в принципе, как бы вариации на тему. Они плюс-минус у всех губы одинаковые. Так, я сейчас хочу почитать. Я надеюсь, вы вопросы написали, а не грустные. Про грустные губы, да, спасибо. Так. Цвет для отрисовки поярче взять. Ну ладно, уже я, извините, прокрасила. Полимер. Так. Давайте разберем все случаи, которые у вас есть. У меня нереальное там количество случаев. Давайте, если у нас останется время, мне надо просто сегодня реально все рассказать, что есть, а еще очень много. И еще я буду про пигменты говорить. У нас же сегодня еще блок колористики, поэтому как работать с губами с филлерами. С губами с филлерами, я еще раз говорю, очень просто работать. То есть главное отрисовать правильный эскиз. Все остальное вообще на губах с филлерами прямо песня. Они натянуты, не надо ватный диск вставлять, нет морщинок. Прям вот класс. Можно ли зафиксировать контур пустой иглой, потом положить вторичку и получить тем самым невидимую фиксацию? Очень теоретически можно, но эта линия настолько не очень хорошо видна. И у меня, знаете, завтра будет одна из моделей, где плохо лег пигмент, нельзя так говорить, я плохо положила пигмент, и там как раз видно, что даже несмотря на то, что я прошлась, и анестезия сработала белый цвет, но как бы формы не видно, пришлось отрисовывать, садиться заново, поэтому лучше не надо. Наталья, я не знаю, на что я не ответила. Вот на этот, видимо, ваш вопрос. Как работать с серыми темными губами? Это мы будем в блоке колористики это обсуждать. Если я вдруг забуду ответить, напишите еще раз на этот вопрос. Все, идем дальше. Мне нужен следующий слайд и водичка. Так, у нас немножко сейчас мы пройдемся по, казалось бы, очевидному, но надо знать. Герпес. Слышу часто, что несут парамедицинский бред и клиенты, и говорят, вы меня заразили, что только не говорят. Очень важно вам донести до клиента, что вирус герпеса у него уже есть. Вот даже если у него никогда не появлялась на губах болячка, на носу или еще где-нибудь, он уже есть там, наверное, в процентов 98-99. Процедура татуажа губ является провокацией. Провокация слова, это значит, знаете, как собаку спровоцировать, если ее по носу постучать, она тебя укусит. Там условно наш татуаж является провокацией, то есть как бы раздражением вот этой местной травма губ является провокацией для того, чтобы герпес появился. Он появляется, наверное, может быть, у половины клиентов, даже если они пьют противогерпесные препараты. Что можно, что нельзя. Нельзя отдирать корочки, это понятно. Нельзя рекомендовать, вы не можете назначать и рекомендовать препараты, если только вы не врач. Я уверена, что
Я уверена, что если здесь есть врачи, то их парочка. Я знаю точно, что Женя у меня врач, кто еще врач. Ну, вы не имеете права назначать. Почему? Объясню. Препараты противогерпесные, они очень серьезные на самом деле. И если у вашего клиента, не дай боже, там, не знаю, какая-нибудь почечная, печеночная недостаточность, и вы пропишете ему дальше еще дозировку среднюю по температуре, как говорят, по городу, может это оказаться для него слишком. То есть был случай у очень известного мастера, когда ее клиентка загремела просто в реанимацию. После того, как этот мастер сказала ей среднюю дозировку, которую все примерно пьют, все примерно назначают, она тщательно пропила и загремела. Из реанимации звонят и говорят, что вы что, врач, вы почему, вы зачем. Поэтому вы можете только рекомендовать пропить противогерпесные препараты. И, как положено, они могут не сработать, потому что если противовирусная бы реально работала, то мы не болели бы ни гриппом, ничем вообще. Вот, поэтому герпес бывает выбивает пигмент, а бывает и нет. Потому что у меня были клиенты, которые ухаживали за болячками по всем там нормам. У меня никогда не было, поэтому я даже не знаю, как это делается, честно говоря. И полностью пигмент сохранялся. То есть только она мне показывает фотографии, там обнесена полностью красная кайма вся, все в болячках, а пигмент сохранился. Просто главное не сдирать. И вы должны клиента предупредить. Противовирусных, противогерпесных препаратов у них нету накопительного эффекта и начинают пить обычно в день процедуры. Заранее, за неделю пропивать смысла тоже нету. Если герпес появляется часто, то для таких клиентов татуаж губ — это спасение, потому что они, во-первых, скорее всего, бесцветные губы у них, потому что герпес выбил пигмент, а во-вторых, они, вот эти болячки, они страдают ими, не могут краситься, и как бы все боятся делать татуаж губ, когда герпес часто появляется. Но в момент, когда губы здоровы, его можно сделать, пропив, естественно, противогерпесные препараты. Короче, герпес — это зло, татуаж является провокацией. Занести, заразить герпес, вирус герпеса своему клиенту вы не можете, вы должны об этом знать, и ваш клиент должен об этом знать. И вы очень тщательно должны на процедуре предупредить, что он должен пропить. Он должен пропить и сейчас, и на коррекции, но, скорее всего, герпес все-таки появится, если он появляется периодически, даже если клиент пропивал противовирусные препараты. Ну что еще? Есть всякие секретные лечения по герпеса. Самый, который мне нравится из них, это Дарсонваль. Это аппарат электрический, который убирает проявление герпеса вообще просто за один день. Особенно если только начинается. Ну, вы можете погуглить об этом. Давайте дальше идем. Что там у нас следующее? Работа по шрамам, как я и говорила, вот это просто шрам, это не заячья губа, но работа по шрамам, еще раз, я уже об этом сказала, не может вестись, если шрам свежий, если шраму, там, не знаю, год, если он не побелел, то есть когда он белый, когда он нечувствительный, тогда вы можете работать. Работаем мы по шраму не так же, как по остальной коже. То есть вы не можете работать вот таким размашистым штрихом, задевая шрам. Вы работаете до шрама чаще всего, потом отдельным специальным штрихом, который подходит именно этому шраму. Обычно это такие мелкие гладящие штрихи, плотные-плотные, не сильно травмирующие, потому что на шраме чаще всего цвет заживает более холодным и темным на любой зоне, на губах в том числе, либо вообще не приживается. То есть вот шрамы, они такие, они сложные. На шраме, возможно, вы должны клиента предупредить, что нужно будет 2-3 процедуры, вот локально, может быть, докрашивать, потому что ложиться всегда сложнее. Что там, следующий слайд, как оно вроде как сделано. Форму вы создаете, как будто не обращая внимания на шрам, то есть с учетом его. Но есть шрамы, которые выпуклые, есть шрамы, которые как бы там впуклые, я называю это так. И в любом случае штрих вот такой равномерный не пойдет, потому что границы шрама у вас ляжет более ярко пигмент, поэтому вы должны до шрама, по шраму и потом после шрама работать. А так, в принципе, остальная работа вся такая же. Кисетные морщины мы уже, я вскользь сказала, то есть вы и можете, и должны работать, конечно, с женщинами, у которых и намечаются, либо уже есть кисетные морщины. Но работать вы должны в этой зоне очень осторожно. Завтра я тоже об этом упомяну. То есть фиксировать контур
как, знаете, вот такими движениями, когда вот так медленно по контуру проводят в одной и той же борозде, на кисетных морщинах не стоит, потому что то место, где вы медленно, плотно кладете пигмент, чревато, что пойдет поплыв. То есть вы делаете такие мягкие движения, как будто вы кладете карандашную стрелку на веки. Вот они очень похожи. И, в принципе, вся остальная работа в середине губ, она одинаковая. Просто не надо пытаться сделать очень плотный, яркий прокрас в районе кисетных морщин, потому что может он поплыть, и на губах удаляется сложно. Некоторые перманентные пигменты удаляются через серый-синий цвет. Либо вы можете поковыряться ремувером, попробовать удалить, если вдруг эти поплывы, подплывы случились. Сейчас посмотрю на вопросы, чтобы не уйти далеко. Так, очень сильно отекают. Так, спасибо. Так. Как перекрыть татуажные губы красного цвета в светло-розовый? О перекрытиях мы поговорим в конце этого вебинара. Условно вы можете перекрыть... Ой, Юля, это ты. Привет. Условно вы можете перекрыть, сделать более бледными губы, только если в ваших пигментах будет очень много диоксида титана. То есть только так, никак иначе. Но в принципе это возможно сделать. Мне так холодно, я замерзла. Мы тут сделали холодильник. Так, очень сильно отекают губы, работа очень поверхностная, не могу разобраться, в чем причина. Вы знаете, очень сильно отекают губы от некоторых аппаратов. Каким аппаратом вы работаете? Вот, допустим, Шайен Тандер, он очень мощный, и от него отекают губы гораздо сильнее, чем от любой даже китайской машинки. Спирит помягче, от него отекают они меньше. Даже если работаешь нежненько и поверхностно, прям могут вот так отечь. На качество работы это особо не повлияет, не влияет, во всяком случае, то, что я замечала, но отек бывает. Поэтому иногда это случается все-таки из-за травматичной работы. То есть тут надо просто смотреть на саму работу и на работу в процессе. То есть отек может быть из-за предрасположенности клиента к отекам, но если они у вас у всех, то скорее всего что-то с вашей работой. Из-за аппарата, который очень мощный, как бы травмирует сильнее, чем нужно на этой зоне. И из-за вашей техники работы. То есть в основном о технике мы будем говорить завтра, но чаще всего это такие движения, когда оно не гладящее. Вот, допустим, вот это кусок, который вы должны прокрасить. И ваше движение должно быть вот таким, когда вы прошли по нему, по всему равномерно, как погладили кожу. А если у вас движение, то есть вы как бы вкопались в серединке, точку поставили условно, то есть такая, пигмент даже могли не оставить, но отек начинает появляться, потому что просто вот такое неправильное движение, которое травмирует губы, и они начинают раздуваться. То есть вот в принципе основные такие причины. Если есть склонность к герпесу, надо... Знаете как, вот у моего мужа несколько раз подряд выступал герпес. Вот он прям появлялся, не знаю, на фоне снижения иммунитета или что-то такое. И врач ему назначил какой-то суровый противогерпесный препарат, он его пропил, и он просто больше не появляется уже несколько лет. Поэтому я уверена, что это решаемая проблема. Если у клиента постоянно появляется герпес, надо просто хороший препарат и хорошего врача, который подберет дозировку. И все, а потом вы делаете свою процедуру. Так. Хочу сказать вам, если вдруг вы очень задаете вопросы, на которые я буду отвечать завтра, они связаны с практикой, именно с практической частью. Будет 4 модели, будет латекса много, где я буду показывать и движения, и как прокрашивать, и откуда оно должно начинаться, и как в контур фиксировать, и все-все-все. Если вы вдруг не купили завтрашний день, то у вас есть еще возможность приобрести со скидкой завтрашний день, потому что вы купили сегодняшний. Но это блоки завтрашнего дня, я буду говорить о них завтра. Поэтому завтра будет даже более интересный и сложный день, чем сегодня. Сегодня я много говорю, завтра я буду тоже много говорить, одновременно как бы показывая. Специально сняла эти видео со всеми этими сложными случаями. Поэтому купите, пожалуйста, сегодня завтрашний вебинар, чтобы узнать ответы на все эти вопросы. Я буду отвечать только на те вопросы, о которых я сейчас вот темах говорю, хорошо? Ну, потому что иначе это растянется просто в обычную трансляцию мою, когда я отвечаю на все подряд вопросы.
Так, килоидные шрамы противопоказания для перманента. На самом деле я представитель килоидных шрамов. То есть у меня все мои рубцы превращаются в килоиды. Я много лет ходила с килоидами на груди. Вот здесь я удаляла родинки, они были ужасные. Но на мне везде есть татуаж, и это не проблема. Правильная работа, поверхностная, мягкая. Вообще никаких килоидов, ничего не будет. Все будет отлично. Просто надо правильно работать. Так. Я не согласна с теми, кто пишет про склонность к килоидам, потому что я, еще раз говорю, и у меня сестра, у нас это семейно, и у меня сестра, у нее вообще килоидные рубцы, просто она попадала в аварию, они у нее везде, но татуаж у нее отлично лежит, и никаких там килоидов нет. Это один из таких стереотипов. Если вы работаете глубоко и травматично, тогда точно, конечно, нельзя, а так все нормально. Сначала делается, то есть тут задается вопрос, если клиент планирует увеличить филлером губы, сначала делается то, что держится дольше. Сначала татуажем создаете форму, затем вы отправляете косметологу на увеличение. Это самая правильная версия.